Привет, дорогие друзья! Вы на канале Вектор, с вами Владимир. Сегодня на обзоре у нас микролитражка Kia Picanto второго поколения. Смотрите, вот сразу начну с внешности. Второе поколение стало действительно симпатичнее, да, то есть как бы я в принципе не воспринимаю маленькие автомобили, но эта внешность, она не раздражает. А у меня к этому автомобилю есть прям и к разработчикам несколько вопросов, да, то есть первый момент, это очень маленький автомобиль, это капсула смерти. Почему она всегда стоила дороже автомобилей, которые даже чуть-чуть больше? Это такие, как Kia Rio. Picanto была дороже изначально новая. Сейчас на вторичке, да, то есть у нас этот экземпляр 2011 года. Это первые года как раз второго поколения. И она стоит в районе 1 000 000 рублей. В зависимости от комплектации, двигателя, там, коробки и всего остального. Это я вам сейчас расскажу уже дальше в салоне. А вот теперь вся правда про данный автомобиль. Смотрите, лакокрасочное покрытие ужасное, качество покраски ужасное. Хотя эти автомобили с корейской сборки, в России их не собирали, поэтому была и цена завышена всегда, да, то есть при продаже. Смотрите, следующий момент. Пластик на фарах плохой, пескоструит очень быстро. Если автомобиль будет ездить по трассе, ну, часто эксплуатироваться на трассе, они запескоструются прям моментально, и полировать вы будете их часто и восстанавливать лак. Погнали дальше. Смотрите, вот лакокрасочное покрытие вот по крыше, да, смотрите, рыжики уже пошли, да, то есть она начинает ржаветь. По порогам проблема, да, то есть их пескоструит, они тоже ржавеют. Погнали дальше. Крышка багажника, проблема. По гарантии перекрашивали эти крышки, пока была гарантия на эти автомобили. Как только с гарантии слетаем, красим за свой счет. Знаете, ржавели не в привычных местах, да, то есть как, ну, обычно привыкли, швы из-под значков, да, здесь нет, здесь просто могло, ну, появиться пятно ржавое, понимаете, то есть, ну, и их прям перекрашивали. А на вторичке, когда их продаете, вы уже сразу начинаете сталкиваться с такой проблемой, что крашеные детали, да, и люди начинают на этом акцентировать свое внимание и говорить, что автомобили битые. Но, увы и нет, это просто плохое качество покраски. Друзья, смотрите, задняя часть автомобиля, вот вроде отрисована неплохо, но сразу минус. То есть лично для меня один задний ход справа. Туманка слева. Почему нельзя было сделать симметрично, да? Потому что блоки фар большие, в принципе, места хватило бы, да, то есть обыграться и туманки установить, и два задних хода. Парктроники здесь доустановлены. Антенна самая дешевая, что может быть. Смотрите, багажник отсутствует. Есть проем багажника, да? Минимальный объем это 200 литров. Это очень мало. То есть это микро багажник, то есть даже пакеты из супермаркета поместятся не все сюда, понимаете? То есть, ну, когда вы нормально закупили в супермаркете, выехали с корзинкой, то есть это надо, знаете, сделать фаркоп и корзинку из супермаркета прикрепить сюда и ехать домой, потому что сюда не уместится. Есть выход из ситуации, можно сложить второй ряд сидений, и мы получим порядка там 850 литров. Уже хороший объем, но уже никто не сядет. Смотрите, что здесь есть в багажнике. Это запасное колесо, которое было одето на руль. Бесячие чехлы, зачем это делают, вообще не знаю. Есть инструмент и запасное колесо. Слушай, оно прикручено вместе с инструментом. Автомобиль 2011 года с докаткой Maxxis китайской, то есть уже корейцы тоже сотрудничали с китайцами. Очень тонкая, дешманская, прям картоночка. Слушай, ну она прям как бумага на самом деле. Но вот это вот что такое? То есть этот автомобиль реально стоил дороже, чем Kia Rio, причем значительно, в несколько сотен тысяч была разница. Несколько сотен тысяч. Блин, это уже не эконом, понимаете? Это просто дорогая микролитражка. Давайте попробуем увеличить объем багажника. Из-за того, что багажника нет, здесь можно это сделать из багажника. Но вообще, как бы в автомобилях побольше это пришлось бы обходить и через дверь делать. А в ровный пол у нас не получается. То есть прям такой нормальный трамплин. Возвращаем все на место. По пластику очень дешевый, тактильно неприятный, царапается
прям очень быстро царапается. И вот я сейчас из багажника заметил, смотрите, когда поднимали, видимо, пользовались вторым рядом сидений, ремень ушел в багажник. Безопасность отсутствует как из внешних габаритов, так и из практики в плане ремней безопасности. Очень маленький капот, знаете, вот похоже на бардачок в нормальной машине. Реально, вот капот, он просто настолько игрушечный, очень легкий. Друзья, вот оно, сердце данного экземпляра, точнее сердечко, да, 1,2 объем, 85 лошадей, 121 крутящего. С учетом того, что автомобиль весит всего 990 килограмм, даже тонны нету веса, да, этого мотора очень мало. Да, с учетом того, что у нас автомобиль на автомате, здесь классический четырехступенчатый автомат, динамика разгона больше 13 секунд, там примерно 13,4 заявленная заводом. И с учетом этого всего реальный расход топлива, он очень высок. Вот конкретно для нашего города, да, то есть вот человек, очень много лет уже пользуется этим автомобилем, это порядка 9-10 литров. Это очень много для данного автомобиля. То есть все-таки микролитражки пытаются там, позиционировать себя, что там очень маленький расход, и вы хоть что-то где-то там кладете свою жизнь, но экономите. Здесь не получается, хотя завод заявил, там город порядка 6 литров, это не так. То есть, по факту, она жрет значительно больше и действительно жрет. Смотрите, а теперь погнали по минусам. На данном автомобиле у нас пробег 160 тысяч километров там с копейками. И этой зимой, прям буквально 2 месяца назад, был заменен двигатель. А двигатель здесь, если прожил 150 тысяч, это прям хорошо. Сделать капиталку очень дорого, то есть здесь получается выгоднее в наших реалиях, то есть вот 23-го, сегодня 2024 года, выкидываем двигатель, ставим новый китайский. Китайцы засунули свои руки уже везде, да, то есть полностью в автопром, двигатели уже начали подделывать, да, то есть корейцам, не корейцам, им без разницы, что делать. Кстати, любопытно, сколько он проживет. Потому что, смотрите, вот для данного автомобиля, здесь есть разница в креплениях. И даже сейчас я вот наблюдаю за этим двигателем, смотрите, он установлен неровно, он наклонен влево, да, немного, вот если смотреть отсюда. То есть я думаю, что проблема в креплениях, вот где подушки двигателя. И за счет этого он встал чуть ниже. Иногда бывает при вибрации немного задевает защиту, да, то есть снизу, которая вот металлическая установлена, то есть там нужно что-то подкладывать, то есть убирать делать этот зазор больше, между двигателем и защитой. Китайцы не заморачиваются, им нужно заработать. В этих реалиях замена двигателя на данную коробчонку обошлась 170 тысяч рублей. То есть там 120 тысяч чем-то с копейками это двигатель, и все остальное работа, жидкости, нужно все поменять. Автомат также не живучий, классический, но, знаете, проживает в любом случае дольше, чем там какие-то вариаторы, то есть в районе 200 тысяч может прожить, и очень спокойная эксплуатация. Автомобиль всегда на оборотах, то есть я вот сегодня покатался на ней, то есть ехать в городе там 60-80 и быстро разогнаться со светофора, то есть педаль газа нужно прожимать, понимаете, то есть я ее прям прожимаю, и соответственно мотор всегда в нагрузке, он всегда на оборотах, наверное, из-за этого и заканчивается ресурс очень быстро, и объем, да, то есть 1,2, что это за объем? Я всегда считал, что маленькие двигатели маленького объема, да, то есть чем меньше объем, тем меньше ресурс у двигателя. То есть можно было сюда поставить какой-нибудь от Kia Rio 1.6, и он был бы ресурсным, и двигатель, и, соответственно, автомобили были менее проблемные. Следующая проблема под капотом — это вот этот аккумулятор. Я не знаю, но на мотоциклы устанавливают подобные аккумуляторы, и проблема, знаете, в чем? В площадке и место, да? То есть в любом случае, даже если вы захотите установить аккумулятор большего объема, вы не сможете его установить больших габаритов. Соответственно, это будет стоить вам всегда дороже. То есть, когда что-то уникальное, да, то есть не рядовое, вам придется это делать под заказ,
Но даже более объемный по мощности аккумулятор, да, в этих габаритах он не будет выдавать мощность, которая необходима для российских реалий, для российских зим, когда температура у нас может понижаться до минус 30, минус 35. Завести на таких аккумуляторах, то есть, этот автомобиль очень проблематично, даже маленький мотор. Друзья, смотрите, заявлен дорожный просвет 152 миллиметра. На самом деле это очень хороший показатель, но пообщавшись с собственником, это очень мало для данного автомобиля. Я не знаю, где они их измерили, эти 152, да, но зимой в колее она задевает. Ее очень легко посадить во дворе, да, то есть ее легко вытолкать, но и буксует она постоянно. Из-за своих габаритов она очень узкая, ей очень тяжело убираться в колею, да, зимой реально, в России, плохо чистят дороги, плохо чистят дворы, и для этого автомобиля сразу начинаются проблемы. По тормозам впереди дисковые. Знаете, вот вообще в характеристиках заявлено, видимо, это зависит от комплектации. Есть дисковые в круг, конкретно у нас вот в этом экземпляре сзади стоят барабанные тормоза. Прошлый век. По подвеске, по задней, смотрите, здесь сзади балка установлена. То есть машинка и так маленькая, она и так некомфортная, да, то есть ей управлять небезопасно, да, то есть из-за своего маленького веса, габаритов, отсутствия аэродинамики, да, то есть ее качает, болтает, так еще и балка сзади, да, то есть ее совсем ничего не держит на дороге, поэтому это один из самых, наверное, опасных автомобилей. Попытаемся уместиться на втором ряду сидений, да, смотрите, водительское сиденье отрегулировано под меня, дверь, угол открывается практически 90 градусов, неплохой показатель. Проем не очень большой, автомобиль в принципе невысокий, вот, крыша низкая, да, попробуем удариться об крышу, согнемся, но влезем. Смотрите, вот проем нормальный, дверь открывается нормально, но тем не менее я очень сильно задеваю вот за эту часть крыла заднего. Ладно, очевидно, место отсутствует. Для моего роста некомфортно. Переднее сиденье, у меня колени упираются. Подушка короткая. Спинка, угол нормальный, но крыша на втором ряду сидений для меня низкая, да, то есть, прям она реально немного давит. Как я уже говорил, с ремнями безопасности здесь проблема, их зажимает, то есть, этот автомобиль совсем не безопасный. Слушайте, чтобы достать ремень безопасности, это с ума надо сойти. Высоко на стойке. Минус, то есть даже если многие, знаете, покупают эти автомобили девочкам, женщинам, да, то есть там кто-то ездит с детьми, знаете, я бы, наверное, не хотел, да, чтобы мои близкие кто-то ездили вообще на этом автомобиле в целях просто безопасности. Втроем здесь не уместишься, да, то есть исключительно вдвоем и исключительно, более-менее худощавого телосложения. Потому что пообщался с собственником, он сказал, что когда сели два человека на второй ряд сидений весом больше 100 килограмм, машину нужно выходить и толкать. Она так-то не едет пустая. А когда сзади 100 килограмм, там по 100 килограмм два человека и впереди еще пару человек по 100, это все. Это прям все. То есть она просто отказывается ехать. Перебираемся за главное место в данном автомобиле. Смотрите, все очень на самом деле грустно, плохо. Торпеда, пластик, дешевый, дребезжит, и вообще, в принципе, в автомобиле отсутствует шумоизоляция полностью. То есть, даже, знаете, вот у корейцев есть момент, шумка отсутствует, но из-за более-менее качественных материалов в салоне, да, то есть, есть вот этот эффект присутствия шумоизоляции. Здесь совсем все грустно, ВАЗ-2114, да, то есть, помните эти погремушки, жесткий пластик на дверях. Смотрите, вот обшивка, она очень узкая, да, но когда я закрою дверь, вот эта часть упрется мне в колено. То есть она будет мешать. Вот, все. Я не самый широкий человек, понимаете? Есть люди чуть шире, полнее. Им вообще будет неудобно. То есть вот просто я настроился под себя, да, чтобы хоть как-то более-менее комфортно ехать. То есть мне обшивка двери мешает.
Плюс мне мешает вот эта часть, то есть я пытаюсь ногу изогнуть, то есть если я вот на тормоз ставлю, еще нормально. Если у меня нога будет на педаль газа, я поставлю, да, то есть у меня как бы и вот эта часть мешает, кстати. Да, то есть вот я ногу смещаю, не очень удобно, то есть пытался поднастроиться, не получается. По сидению, по эргономике, смотрите, сиденье отсутствует лифт, вообще сиденье вверх-вниз, да, то есть как бы угол спинки регулируется флажочком, вот здесь вот вам покажу, да, то есть вот он раз, ну как бы это удобно. Пододвигается, вопросов нету, но лифт отсутствует и у водителя, и у пассажира, это минус. Соответственно, никакой поясничной поддержки, упора здесь тоже нет. Подлокотника нет. Здесь комплектация, знаете, такая достаточно бедная, да, то есть даже музыка установленная, как бы обычная. Отсутствует кондиционер, но здесь он и не нужен. Потому что если будет автомобиль с кондиционером, она опять же никуда не поедет. Дальше про печку. Печка зимой тоже очень плохо прогревает автомобиль. Автомобиль маленький, но и, видимо, там радиаторы печки, да, где мотор печки, они очень маленькие, и она реально прогревается очень долго. Смотрите, вот еще заметил такой момент. Здесь крутилка в крутилке, да, то есть регулировка забора воздуха либо циркуляции по салону реализована, да, вот, ну, даже слышно, как она переключается, она механическая, вот, и вот еще одна крутилка, регулируется скорость мотора печки еще одной крутилкой, которая сделана в одной шайбе. Но не суть. Смотрите, из допов здесь у нас только подогрев заднего стекла, но лучше этим не пользоваться, потому что, опять же, пойдет очень большая нагрузка на мотор, который здесь отсутствует, очень маленький и не ресурсный, еще раз повторюсь. Смотрите, по бардачку, вот совсем вот все такое грустное, понимаете? То есть я вот всегда там, ну, не очень хорошо отзываюсь про отечественный автопром, да, но вот этот кореец, он ни на грамм не лучше, понимаете? То есть, ну, реально не лучше. Я не нашел того, что, блин, я бы сказал вау. Из допов здесь конкретно все доустановлено, да, там камера заднего вида установлена, там доустановлена на зеркало, парктроники доустановлены, с завода ничего этого не было. Бортовой компьютер здесь, который, он совсем грустный, он не информативный, то есть здесь максимум, что есть километраж. Здесь даже тахометра нету, никаких индикаций температуры нету, то есть все, то есть просто скорость, ну, опять же, вспоминаем, там, я не знаю, ВАЗ-2115, да, то есть начало 2000-х. Из фишек подстаканники, вот это единственное, они неудобные, эргономика ужасная. Вот этот рычаг, он мешается. Я просто попробовал сегодня установить сюда кофе, да, то есть я пользуюсь вот здесь вот, да, то есть мне удобнее здесь кофе, стакан поставить, чем здесь, потому что здесь у меня то нога, то рычаг, ну реально неудобно. Смотрите, какая ерунда. Раз, то есть если вам надо увеличить просто это пространство, это можно сделать, да, то есть либо вот нажав на кнопочку, все, то есть появляется подстаканник. Единственное, что сделано лучше, чем в Жигулях. Дальше у нас здесь прикуриватель, розеточка 12 вольт. Все. Опять фишка отечественного автопрома. Сделать ручник и под ручником какую-то нишу. Как этим пользоваться? Вот у меня здесь что-то лежит. То есть мне нужно всегда поднять ручник и отсюда что-то взять. В таком виде мне неудобно будет брать из этой ниши. Вот здесь вот, да, еще возможно. Вот здесь вот нет. Подогрев сидений есть вот еще у нас здесь. Все. Качество материалов ткани тоже очень плохое, тактильно неприятное, знаете, похоже на мешковину. Вот раньше, я не знаю, в деревнях картошку вот грузили, да, то есть в мешки. Вот, ну, прям такой же материал, тактильно неприятный. По коробке, как я сказал, здесь четырехступенчатый классический автомат. Смотрите, вот за счет того, что мотор очень маленький, очень слабый, динамики автомобиля не хватает. Иногда можно эти моменты обыгрывать типтроником, да, то есть когда есть механическое переключение передач на коробке автомат. Здесь его нету, здесь вот есть только драйв, там третья максимум передача, вторая и удержание там на первой передаче, чтобы проехать. Вот вместо вот этих вот, ну, я
Предлагаю корейцам сделать типтроник, да, то есть чтобы можно было вручную переключать и удерживать передачу, механическим путем самому. По безопасности. Из безопасности вот в этом автомобиле есть только 2 подушки безопасности. Все. Я уже говорил про это, да, что безопасность начинается с предотвращения ДТП. Но здесь двигатель маленький, системы стабилизации здесь нету, АБС здесь работает, так себе. Подвеска ужасная, тормоза сзади барабанные, обзорность плохая, эргономика плохая, потому что, я нахожусь поджатой. Соответственно, безопасность здесь максимально приближена к нулю. Еще один вопрос безопасности, да, то есть вот у нас автомобиль там с коробкой автомат заводится без нажатия на тормоз. То есть, я просто катаюсь, на автомобилях там и подороже, и Kia есть автомобили, которые без нажатия на педаль тормоза вы не заведете. Здесь заводится без проблем. Все по-жигулевски, достойно. Для России пойдет, и так прожуют. Смотрите, сразу минус. Ремень безопасности находится достаточно высоко и не регулируется. Это минус, это опять к вопросу безопасности, вообще эргономики обустройства, да, то есть водителю насколько здесь комфортно. По зеркалам, по-всякому пытался настроить. Зеркала маленькие, автомобиль маленький и обзорности мало. То есть они, конечно, видимо, эстетически пытались это обыграть, да, то есть большие зеркала не поставишь, но и сам зеркальный элемент, он визуализации вот этой не играет никаким образом. Стойки, кстати, широкий автомобиль, маленький, а стоечка такая достаточно большая. Тоже, кстати, очень дешевая, дребезжащая. Но шумоизоляция отсутствует полностью. Двигатель слышно. Причем он реально постоянно на оборотах. И поэтому, кстати, они тахометра не установили вот здесь вот на щиток приборов, чтобы люди не видели, что она постоянно на оборотах просто ездит. По подвеске. Подвеска жесткая, некомфортная. На трассе машина неустойчивая. Если попадете в колею, есть риск, что ее выбрасывает просто из колеи. Ехать на большой скорости больше 100 км в час просто некомфортно. Возможно все, да, то есть и там производитель заявляет, что на автомобиле там максималка там 160, 170, да, то есть везде по-разному. Но это очень страшно. То есть 120 уже страшно на этом автомобиле. Из плюсов движение, да, то есть как мне говорили, что там для города очень маленький радиус разворота у автомобиля. Она прям, да, действительно разворачивается на маленьком пятачке, и все. Плюсы на этом заканчиваются. Из прямых конкурентов здесь у нас получается это Chevrolet Spark, да, то есть, и в годах они заходили. Была платформа там Hyundai Getz, очень популярные автомобили, там Deo, Matisse, Fiat 500 и китайский ширпотреб, даже старый, да, то есть такого там Chery QQ, Chery Kima, да, то есть, я не знаю, здесь небезопасно, а в китайце и подавно. И лично по мне, да, то есть прям даже совет от меня: вообще не смотрите на эти автомобили, потому что, на вторичке вот сейчас, 2024 год, вот автомобили 2011 года, то есть они стоят порядка там 900 тысяч рублей, в подобном исполнении. Смотрите, у них еще бывает по техничке, по двигателю, это литровый двигатель, трехцилиндровый на механике, совсем бред. Их очень мало, слава богу, в основном вот эти двигателя 1.2 и на автомате. Про надежность я уже сказал, что надежности здесь нету. Подвеска здесь тоже очень слабая, рейка здесь слабая, то есть даже 100 тысяч подвеска не выхаживает, да, то есть, соответственно, надежности в автомобиле нету в принципе. По ценам, да, приемлемо, да, то есть расходники стоят более-менее адекватных денег, да, это возможно, но автомобиль ломается достаточно часто. С учетом всех минусов в совокупе, да, то есть ненадежной технички, отсутствие шумоизоляции, вот просто мы сейчас стоим на холостых оборотах двигатель, да, то есть я его прям отчетливо слышу. То есть в салоне мне слышно двигатель. Я выключил печку, я реально его слышу, и он напрягает. Здесь стоит новый двигатель. То есть вот прям, 2000 километров, даже 2000 он еще не проехал, то есть, на новом двигателе. Его слышно. Вопрос обслуживания. Да, эту машину вообще нужно обслуживать. Она очень привередливая к топливу и к моторному маслу.
Соответственно, что и приключилось с прошлым двигателем, с родным, да, то есть как бы и репутация у них очень плохая, да, то есть если он там 150 тысяч прошел, это прям вообще хороший показатель, то есть мало у кого они выживают. И в продолжении про конкурентов. Смотрите, я бы лично от себя порекомендовал, если вам нужен все-таки там более-менее там бюджетный автомобиль, пожалуйста, есть Kia Rio, ну, в кузове хэтчбэк. Во-первых, места будет больше в салоне, во-вторых, там будет больше багажника, и там будет нормальный двигатель, там есть выбор, да, там 1.4, 1.6, но лучше там, конечно, приобретайте 1.6. Есть такой автомобиль, как Kia Ceed, тоже есть в кузове хэтчбэк. Там вообще все классно, там еще и по подвеске намного все интереснее, чем даже в Rio, да, то есть там полностью независимая подвеска, там полностью дисковые тормоза в круг, там 1.6 двигатель, классический автомат, там 4-6-ступенчатый в зависимости от лет, да, то есть какого года, в каком кузове. И в принципе за 1 000 000 рублей там есть куча автомобилей Hyundai, да, там i20, i30, за 1 000 000 рублей Солярисы можно посмотреть. То есть там порядка 14-15 года найдете седаны на автоматах. Ну, реально есть большой выбор. Зачем эта машина? И она не очень популярная на самом деле. Я просто посмотрел, даже на вторичке их продают не так и много, потому что все-таки у людей присутствовал здравый смысл. Друзья, в завершении нашего обзора хотел сказать следующее. Смотрите, корейцы облажались вот с конкретным экземпляром, да, ни по надежности, ни по практичности, то есть, ну, прям сплошные минуса. Конкуренты тоже, на самом деле, не очень, да, именно в этом сегменте вот это микролитражек, микроразмеров с кучей проблем, о которых я вам рассказал. Всем спасибо за просмотр, вы были на канале Вектор, с вами был Владимир, всем пока!